Всем героям большой-большой привет! Сегодня у нас с вами в обзоре Мать Роз. Очень такой интересный персонаж, на мой взгляд. Давненько уже хотел ее получить, и вот получилось ее выбить. Итак, давайте сразу по традиции пробежимся у нас по базовым характеристикам. Здесь мы с вами видим защиту плюс 20, сложность это понятное дело, мы не обращаем внимания вообще в целом, в принципе, на вот этот показатель. И урон по отравленным у нас увеличен. То есть для себя мы сразу же делаем такую пометку, что некой такой особенностью и уклоном, и упором в принципе в игре за этого героя мы с вами будем делать именно отравление. То есть по возможности мы стараемся играть именно от этого показателя. Дальше по уровням, что у нас, какие тут плюшки прибавляются. На 10 уровне плюс 15% к урону, 10 к уклонению на 20 уровне, 1 физический снаряд добавляется на 30 уровне. Дальше идет глобальное усиление, 20% урона к физическим повреждениям. Потом снова идет вот этот показатель по повышенному урону именно по отравленным врагам. То есть снова мы возвращаемся к тому пункту, что нужно играть именно от того, чтобы отравлять. Также все герои у нас получают глобальное усиление в виде урона по отравленным врагам. Фракция у нас получает плюшку именно такую же, этот же множитель по урон по отравленным врагам. И на 120 уровне здесь стабильная такая классическое, я бы сказал, глобальное усиление. Все герои у нас получают прибавку в виде 12,5% к урону. Итак, что у нас здесь по скиллам? Ядовитый бутон. Порождайте ядовитый бутон каждые 4 секунды. Попадание в бутон основным оружием приводит к тому, что бутон взрывается ядом, наносящим 3000% урона от оружия. Так, и в принципе, если мы этот показатель прокачиваем, то у нас этот бутон с 4 секунд, скажем так, перезарядка, да, частота его появления, она у нас потом уже, соответственно, при максимальном уровне будет этот бутон появляться будет у нас каждые 2 секунды. Ну, в принципе, это неплохо, это можно прокачивать, в этом ничего такого зазорного нет, это, в принципе, является таким, можно сказать, одним из основных параметров по игре именно за этого героя. Дальше чертополоховое поле. При каждом 15-м ударе основным оружием Мать Роз создает поле шипов на земле, замедляя врагов и нанося 1000% урона от оружия. Отравленные враги получают дополнительный 100% урон. И здесь у нас, если мы этот показатель будем с вами прокачивать, соответственно, вырастет у нас вот это число с 1000 до 1800%, и также, в принципе, урона много не бывает, плюс у нас вот этот показатель, он несущественно меняется, поэтому в приоритет я бы его не ставил. И здесь как бы поважнее будет именно вот это появление ядовитого бутона, потому что здесь у нас идет от бутона взрыв, наносящий аж целых 3000% урона от оружия. Но если для нас вот этот герой является основным, то почему бы нет, почему бы не покачать его. Итак, что у нас по ульте? Дикий токсин. Попадание по ядовитым бутонам заполняет шкалу. При активации увеличивает скорость появления ядовитых бутонов на 500%. Взрывающиеся ядовитые бутоны оставят после себя ядовитое облако, наносящее 4000% урона от оружия в секунду в течение 4 секунд. И, соответственно, если мы его будем прокачивать, то этот показатель у нас вырастет на 1600% с нижнего, с первого уровня до 5 уровня соответственно. Итак, как же все это в принципе у нас выглядит на практике? Давайте с вами... Так.
Перейдем в кузницу, посмотрим, что у нас здесь. Оружие у нас физическое. Наилучшие комбинации у нас идут с книгой урона, удвоения и, естественно, перезарядки. И я бы еще от себя добавил то, что область, она немаловажную роль играет при игре за этого героя, потому что чем выше у нас показатель области, тем выше вот эти вот, тем больше, точнее, вот эти лианы, они, в принципе, там, ну, видно будет, чем больше область, тем лучше в любом случае. Здесь у меня немножечко она прокачана. Урон по истекающим кровью, урон истекающим кровью врагам не стал ставить, потому что, ну, во-первых, это нужно брать клык. Клык я беру, можно сказать, что очень редко. Если у вас клыка нет и, в принципе, вам нечем вызвать кровотечение, то вашим вариантом будет именно вот такой показатель в множителе 1:1 просто по урону. Потому что кровотечение, в принципе, это довольно-таки такая тяжелая штука для получения именно за любого героя. Поэтому тут уже играем от того, что, скажем так, можно получить. То есть вот стабильный урон я получаю, да, хорошо, все, будем играть от урона. Клык, если не выпадет, то у нас вот этот ряд просто, например, он уже утратит силу, будет не актуально, потому что, ну, урон будет просто влево проходить. Дальше. Калечащий яд. Отравленные враги также замедляются на 50% на 3 секунды. И либо перезарядка в 10%. Ну, тут все просто. Если у вас кап есть, вы достигли этого предела, и вам эта перезарядка, в принципе, она особо роли не играет, то ставим левую сторону. Если у вас капа нет и вам тяжело, например, вы проходите кошмар, вы только-только влились в этот режим, то, соответственно, возможно, для вас вариантом будет как левая сторона, так и правая. То есть вам нужно будет именно пробовать. Все будет зависеть от этого. И не забываем, что замедление, оно также способствует тому, что у нас идет повышенный урон. И тут как бы можно сделать такой маленький вывод о том, что все-таки левая сторона, она идет приоритетнее. То есть если вы только-только начинаете играть, у вас еще не хватает перезарядки, то можно поставить все это, компенсировать правой стороной. Дальше. Глобальное усиление у нас снова идет на повышение урона по отравленным врагам, что является неплохим показателем. И мне вот это глобальное усиление принесло, по-моему, то ли 8, то ли 9 миллионов мощности. Ну, это всего лишь цифры, но все равно по факту это как минимум приятно. Так, что у нас здесь по эволюции? Шипник. При попадании в ядовитый бутон дополнительно появляется неподвижный шипник, стреляющий шипами во врагов. Звучит интересно, пока что я это проверить не могу. Обязательно это в скором будущем все появится, рано или поздно. Поэтому здесь остается только рассуждать и догадываться об этом. И вот тут уже наступает, точнее, интересный момент. Кровоточащие шипы. Шипники теперь стреляют на 360 градусов, то есть в круг. Шипы также вызывают кровотечение. То есть, о чем это нам говорит, если мы возвращаемся вот сюда. Если у нас с вами Эва открыта полностью, то, естественно, мы ставим именно вот эту сторону. Пока у нас Эва не, я имею в виду левую, пока у нас Эва не открыта, мы с вами ставим вот так, правую сторону. То есть, соответственно, мы с вами после открытия 5-го уровня кузницы, мы с вами берем кровоточащие шипы и, соответственно, переключаемся здесь. Надо будет этот момент не забыть. В принципе, я думаю, что это будет лучше, чем правая сторона. Вот даже предварительно не ознакомливался я именно с правой стороной. И не знаю, что лучше, надо все проверять. То есть, получается, либо мы играем с вами вот так по левой стороне, да, то есть у нас идет лево, лево, лево. Либо мы с вами играем право, лево, право. Вот примерно вот такой момент. Да, тут, конечно, надо экспериментировать, надо все это дело пробовать. В событии гильдии пробовал за нее поиграть. Результат был чуть-чуть хуже, чем у остальных героев. То есть не является этот герой таким
ну, как сказать, м, очень таким нужным для гильдейского события. Ну, понятное дело, что обычные сложные главы проходить, в принципе, это будет комфортно. В Кошмаре тоже попробовал, немножко побегал, и там, в принципе, своя такая механика есть, пробовать играть именно от вот этих вот кустов, которые появляются. Поэтому каждому свое, если альтернативы нет, то почему бы и нет. Попробовать однозначно можно. Также слышал мнение о том, что неплохим вариантом Мать Роз является для игры на арене, поэтому пробовать также стоит однозначно. И в принципе, я думаю, что на этом все. Также, кстати, еще хотел отметить, что неплохой вариант для PvP. Видел пару раз, встречал игрока, который играет именно на этом герое э, с очень большим показателем мощности на арене, но все равно про арену, в принципе, тут все понятно. Это, очевидно, не топ-1 герой, но и самым плохим он также не является. Ну и по традиции давайте с вами пройдемся по подземелью. Попробуем побегать здесь, чтобы нам вообще в целом понять, как она себя ведет, что она вообще там может, умеет и показывает. Сейчас надо, кстати, не забыть режим видимости убрать. Убрали. Так, ну и соответственно давайте в первую очередь мы с вами будем прокачивать основное оружие. Добавим урона. Будем пробовать закрывать этот уровень именно через урон. Вообще в целом все неплохо достаточно. То есть у нас и все такое яркое, необычное, и подвижность у нас также присутствует, и кусты вот эти вот сейчас скоро они появляться начнут. То есть играть достаточно интересно и приятно, я бы сказал. Поэтому в любом случае наша с вами задача, если мы его открыли, то как минимум попробовать нужно. Потому что механика игры, в принципе, она не сложная. Нету каких-то заморочек там по типу, как вот с этим кукловодом там или другие какие-то персонажи. Поэтому в целом комфортный герой, неплохие глобальные усиления. То есть видим, да, то, что у нас и кусты тут эти появляются, и играем от этого, от отравления. Поэтому я рекомендую. Мне понравился этот персонаж. В целом это очень и очень приятно. Итак, то есть мы видим, да, вот у нас с перезарядкой герои начинают чаще вот эти вот веточки выпуливать из себя, скажем так, да. Давайте лед возьмем, чтобы у нас урона и контроля подприбавилось. Урон по замороженным врагам у нас будет здесь работать. И вот прибавляем области и, соответственно, видим, да, то, что у нас вот этот веник, скажем так, веник из вот этих вот лилий, не лилий, а лиан, точнее, он у нас становится намного-намного больше. Соответственно, мы с вами намного больше врагов захватываем, и удвоение также нам здесь не помешает. Ну и вот как-то, в принципе, здесь надо стараться играть от этих вот кустов. Тут вообще сложного ничего абсолютно нет, много ума не надо. В кустах мы сидим, тут у нас что-то где-то постоянно взрывается, что-то происходит. Замедляются также враги, и, соответственно, нам это все только на руку. То есть нам не хватает только того, чтобы просто вот поджечь, застанить и заморозить. Ну, в принципе, все. С кровью тут, в принципе, тоже, с кровотечением тут тоже все понятно. Все подробно озвучил, рассказал, когда мы с вами были в кузнице. Поэтому, ну, вы видите все сами. То есть играть можно. Игра комфортная, приятная. В целом, однозначно, большой-большой плюс этому герою. Если есть возможность, открывайте. Если вы уже открыли, то, соответственно, мои поздравления. Так, давайте по традиции сейчас с вами посмотрим, что у нас здесь в статистике. Тут у нас все очень-очень красиво и радостно. То есть на первом месте у нас
основное оружие занимает показатель по урону, да, первое место. Ну, соответственно, питомец у нас на втором, и все остальное там уже ниже. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что огромнейший потенциал у этого персонажа, и прокачать его, я думаю, что никакой ошибки в этом абсолютно нет. Если есть возможность, прокачиваем, играем, пробуем, тестируем. В любом случае, в башне она нам также пригодится, если мы будем играть. Там вот недавно начал пробовать бегать в этой башне, но через силу себя заставляю, потому что неинтересно, скучно, однообразно, ну вот как-то так. Да и в принципе пока еще подходящих героев у меня для прохождения башни нет, то есть там нужен волк. Орк есть, но его прокачивать надо, поэтому тут все пока идет постепенно в процессе. Ну, вот такие вот показатели. Вот такой вот обзор получился по этому герою. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Как только сделаю, доведу кузницу до 5 уровня, там уже, я думаю, все будет немножко по-другому, и мы с вами обязательно все это дело посмотрим и потестируем. Ну а так, всем пока-пока, всем удачи!